счастливы, когда забронировали настолько дешевый отель, да еще в отличном месте. Но когда заселились, то обнаружили в номере плохо вымытый стакан, а потом пыль под кроватью, а потом неработающий телевизор и, наконец, грязное полотенце. Однако больше всего поразило то, что все ваши жалобы были проигнорированы. Но не удивляйтесь. Просто вы попали в гостиницу, в рейтинге у которой нет ни одной звезды. А значит, здесь нет ни сервиса, ни контроля. Но не теряйте надежду, продолжайте жаловаться. А вдруг таки стакан помоет. Добро пожаловать в Зальцбург. Это жизнь других. Я впервые в Зальцбурге, и на самом деле все, что я про него знаю, что здесь родился Моцарт. Тут проходят концерты имени Моцарта, тут есть кондитерская, где делают конфеты Моцарта. Но меня же интересует совсем другое. Меня интересует, как тут рождаются простые люди, как они растут, женятся, разводятся, в каких домах они живут. И все это мы сегодня и будем узнавать, но под музыку Моцарта. Это крупный город и одноименный регион в Австрии. И если бы я здесь родилась, то, возможно, родилась бы в семье Хайки. Тогда я бы жила в большом доме, воспитывала двоих детей и обожала бы пить воду из альпийских источников, которая у меня текла бы просто из-под крана. А может, я была бы женой Михаэля, местного синоптика. Тогда я бы каждый день с интересом ждала прогноз погоды, но никогда бы в него не верила на 100%. А еще я могла бы заниматься спасением людей, как Бальтазар. Тогда я была бы горным спасателем-альпинистом, а значит, спасала бы людей просто по зову сердца. Но основной моей работой могла бы быть какая угодно профессия. Например, профессия ведущей на местном телевидении. Но кем бы я здесь ни родилась, у меня совершенно точно с самого детства была бы страсть к лыжам. Зачастую местные дети встают на лыжи еще до 6 лет. То есть до того, как идут в школу. Но если вдруг это не случилось, то у нас есть специальный школьный курс катания на лыжах, где мы учим кататься всех детей младших классов. Лыжный курс – это что-то вроде зимнего лагеря. Мы всей школой вместо учебы едем на неделю на горнолыжный курорт. Там мы катаемся каждый день, потом проводят соревнования, а потом мы возвращаемся на уроки. Учатся в местной школе 13 лет, но обязательных из них только 9. Государственная школа, само собой, бесплатная, как и высшее образование. Однако в университеты здесь идут далеко не все. Многие школьники сразу идут работать. Основной же вид деятельности в Зальцбурге – это сфера туризма. Ежегодно мы принимаем миллионы туристов. Подавляющее большинство из них приезжает по двум основным причинам. Первая – это лыжи, а вторая – это Моцарт. И хоть великий композитор жил практически 300 лет назад, память о нем здесь просто на каждом углу. Все, что можно превратить в туристическую достопримечательность, связанную с Моцартом, местные превращают. И просто прогулявшись по городу 5 минут, видишь целую симфонию из слова «Моцарт». Это улица, по которой любил гулять Моцарт. Кофейня, которую любил посещать Моцарт. Вот это шоколадная фабрика и магазин, где делают и продают конфеты Моцарт. А вот сюда я, пожалуй, загляну.
Ведь здесь делают те самые конфеты, которые вы наверняка пробовали. Помните ведь? Маленькие, кругленькие, в красной и синей обертке с портретом Моцарта и начинкой из марципана. Но те самые, а не только на первый взгляд. Оригинальными и настоящими считаются только конфеты, которые были произведены именно в этой кондитерской. Ведь тут их и придумали. Это сделал мой прадед в далеком 19 веке. Чем отличается оригинальный от красного, который я всю жизнь ела? Во-первых, упаковка. Только вот, видите, серебряная упаковочка. Это и есть оригинальный Моцарт конфеты. Ой, короче говоря, и все шарики эти ручной работы. Никакого консерванта здесь, они хранятся всего лишь 6-8 недель. Благодаря известному имени и длинной истории, эти конфеты по сей день приносят очень хорошую прибыль. Одна такая конфета стоит 1,5 евро, а в год их делают 3,5 миллиона. Вот и считайте, только не забудьте вычесть налоги. Налогообложение на доход в Австрии прогрессивное. Если вы зарабатываете меньше 11 тысяч в год, то вообще не будете ничего платить. А если ваш доход больше 60 тысяч, то заплатите 50% налогов. При всем при этом музыку Моцарта, да и вообще все эти достопримечательности приносят удовольствие далеко не всем местным. Я лично музыку Моцарта не слушаю, мне она не очень интересна. Нет, ну я ее слышала, конечно, но так, чтобы слушать, нет. Я вообще-то предпочитаю рэп. Oh, tell them we ain't stop because they say so. Tell them we ain't stop because they say so. Tell them we ain't stop because they say so. Headed to the top, so what do they know? Я живу в пригороде, но мои друзья, которые живут в самом Зальцбурге, постоянно жалуются на то, что вокруг один только Моцарт. Куда ни посмотри, везде его имя или какое-то упоминание. Что поделаешь, люди постоянно на что-то жалуются. Например, раньше многим не нравилось, что в городе чересчур много туристов. Теперь началась пандемия, и туристов фактически нет. И что вы думаете? Да, теперь жалуются на то, что туристов слишком мало. И несмотря на то, что среди местных всегда находятся недовольные, власти заботятся о том, чтобы жители дышали чистым альпийским воздухом. Здесь практически весь общественный транспорт работает на электричестве. Тут в Зальцбурге очень экологичный общественный транспорт. Такой автотроллейбус, который может зарядиться электричеством. Но местные жители предпочитают еще более экологичный вид транспорта. Какой, вы спрашиваете? Господи, велосипеды. Сил и для здоровья хорошо, и экология не страдает. Проезд на автобусе стоит 4 евро. Если же ты льготник, то 2,5. А если ребенок или воспитатель детского сада, то вообще можешь ездить бесплатно. Каждую пятницу во всех детских садах день экскурсий. Это значит, что все дети вместе с воспитателями садятся в городской автобус и едут на что-то смотреть. Это может быть как детский театр, выставка или концерт, так и поход в полицейский участок или на пожарную станцию. В детский сад здесь берут с 3 лет. Детей можно оставлять как на полдня, так и на полный день. Группы раздельные, но ребятня всех возрастов все равно и играет, и спит вместе. Если кто-то вдруг устал, из детей, тут такой шкафчик волшебный. Он подходит, открывает его, делает, знаешь, как говорится, легким движением руки. Шкаф превращается в уютную кроватку. Не знаю насчет как уютной, но тут для уюта есть у него еще одеяло, подушечка несчастная вот эта вот детская, господи. Вот, одеяло, подушечка и свою игрушечку может он положить. Вот тут ложится, ему читают даже сказку, если он вдруг захочет, и отдыхает. Если ему не захотелось спать, он полежал со своим котом, поговорил и встает и идет к остальным детям, которые в этот момент не спят, потому что они не хотят. Хочешь – спи, хочешь – не спи. Что это за детство такое? Что хочешь, то и делай. Мне сказали спать – спать, сказали есть – есть. И вот вырос же человек, понимаешь, вот это «хочу, не хочу».
Кстати, не обращайте внимания, что я хожу по полностью пустому детскому саду. Причина тому не пандемия или каникулы. Я приехала ночью, когда никого нет, так как местные законы очень жестко относятся к съемке детей. Снимать ребенка можно, но только с письменного разрешения его родителей. Однако, если ребенок вырастет и увидит, что его снимали, а родители это позволили, то может подать в суд на родителей с требованием возместить моральный ущерб. Такие случаи уже были. Пару раз у меня спрашивали разрешение снимать моего ребенка. Но я считаю, что это его личное дело, и решать он должен сам. Ну а пока он такие решения принимать не может, я просто запрещаю и все. Причина такого отношения к съемке в простой безопасности собственных детей. А вот чем детишки в саду занимаются, так это играми, танцами и песнями. Словом, тем же, что и везде. Однако с детскими песнями тут тоже связана одна забавная история, которая прекрасно демонстрирует отношение австрийцев к собственным законам. Когда мы с детьми разучиваем разные песенки, то можем делать это только в детском саду. Отдавать тексты и мелодии домой, чтобы дети учили их с родителями, нельзя. Ведь авторские права купил только детский сад, а родители за прослушивание этих песен не платили. Ну и пока вы еще совсем со стульев не попадали, у меня к вам вопрос. Точнее, не так, а вот так. Внимание, вопрос. Начинается программа «Что, где, когда». Но на самом деле это означает, что вот эти вот малыши должны разбегаться по своим классам. О, Господи, какой кошмар! Детские сады в Зальцбурге есть как государственные, так и частные. Но платные и те, и другие. Если минимальная плата за детсад будет около 70 евро в месяц, то максимальная может достигать и 400. Однако последний год перед школой, то есть когда ребенку от 5 до 6 лет, все государственные сады бесплатные. Бесплатный, потому что последний год в саду здесь для всех обязательный и считается подготовительным годом к школе. Дети уже начинают учить азбуку, числа и языки. По окончанию детсада всех деток ждет устный экзамен со специальной комиссией, которая решит, готов ли ребенок к школе или его следует оставить еще на 1 год в саду. Причем остаться еще на год здесь не считается зазорным. Оставили, значит, так надо. Никто на это жаловаться не будет. А вот на что еще здесь жаловаться не принято, да и вообще об этом говорить, так это деньги. Как рассказали мне местные, хоть твои финансы поют романсы, хоть играют симфонию Моцарта, говорить об этом является признаком дурного тона. Тема денег у нас, можно сказать, табу. Даже у близких, друзей или родственников спрашивать об этом или самому об этом рассказывать – моветон. Поэтому и просить взаймы австриец никогда не будет. Если тебе нужны деньги, возьми кредит. Но пока местные стесняются говорить о своих заработках, я все-таки расскажу. Например, зарплата начинающего учителя будет около 2000 евро в месяц чистыми. Средняя зарплата примерно 4000. Однако кредитами они тоже пользуются довольно часто. Ведь чтобы купить жилье в Зальцбурге, придется заплатить от 3000 евро за квадратный метр. Купить свое жилье хоть и не дешево, но вполне доступно. Можно взять кредит на 20-30 лет по 2%. Многие таки делают, чтобы жить в городе, ведь здесь очень комфортно. Зальцбург на самом деле очень даже уютный и чистый. Несмотря на огромное количество снега, который то выпадает, то тает, грязи на улицах не увидишь вообще. В Зальцбурге на улицах так чисто, как в хирургическом кабинете. Но меня очень удивило, что на пешеходной части, где люди ходят, очень много мелких камней. Я подумала, неужели их нельзя убрать? А оказывается, для того, чтобы люди не споткнулись, не подскользнулись зимой, когда гололед, посыпают мелкими камнями. Не солью, не песком, а мелкими камушками. Как интересно, я такое вижу впервые. Зимой, когда снег или гололед, мы посыпаем тротуары только мелким гравием. Во-первых, после него не остается никакой грязи, как после песка. А во-вторых, весной мы специальной техникой собираем его обратно, чтобы использовать на следующий год.
И это всего лишь один из находчивых приемов, которые используют местные в борьбе с капризами погоды. А ведь она здесь меняется как женское настроение. Но вот кому перепадает больше всего, так это синоптикам, которые каждый день пытаются давать точные прогнозы. Почему пытаются? Вы сейчас сами узнаете. За какое время синоптики могут дать точный прогноз? Чем меньше, тем лучше. Но желательно хотя бы 1,5-2 часа в запасе иметь. Но это тоже не точно. Все зависит от условий. Ну вот какой процент точности вашего попадания? Я, например, вчера смотрела, что сегодня должно быть очень прям тепло. Самый теплый день. Даже было плюс 8-9. Сегодня такой холод. Обманули, получается. Это потому что зима. Летом гораздо легче прогнозировать. Можно даже на несколько дней вперед сказать, что будет тепло. Но если гроза или даже дождь, то все равно тяжело. Они самые коварные. Ну, пока что мне кажется, что я и сама могла бы быть синоптиком. Летом надо просто говорить, что завтра будет тепло, а зимой говорить, что завтра будет холодно. И что всегда надо носить с собой зонт, потому что в любой момент может пойти дождь. А может и не пойти. Ну, вот я тебе хочу сказать так. Вот люди, знаешь, когда вот собрались на пикник, предположим, значит, посмотрели погоду на завтра, солнце, вышли, дождь, они вас ругают, честно вот тебе скажу, по полной программе. А вам, получается, и пожаловаться не на кого. Конечно, в моей жизни тоже несколько раз такое было. Когда сказал семье, что после обеда будет солнце, езжайте на пикник. Они поехали и попали под дождь. Но жена потом немного поругается, да и все. Она же понимает, что это жизнь, в ней должны быть сюрпризы, иначе было бы скучно. Буквально на прошлых выходных мы собирались пойти на прогулку в горы. Но по прогнозу был дождь, поэтому остались дома. А в итоге весь день светило солнце. На следующий уикенд уже обещают ясный день, так что наверняка будет дождь, и мы опять никуда не пойдем. Вот, пожалуйста, и это говорит квалифицированный синоптик из гидромедцентра. После этого гороскопам больше хочется доверять, чем прогнозам погоды. Но, оказывается, все-таки есть здесь вещи, которые эти ребята могут предсказать с гораздо большей точностью, чем дождь. Мы еще следим за формированием горных лавин. В каждом из опасных мест стоят наши датчики и работают люди, которые могут очень точно и заблаговременно предупредить народ и уберечь от опасности. А что нужно заканчивать для того, чтобы работать в гидромедцентре? Желательно иметь высшее образование. Конечно, но если ты талантлив, то можно и без него. Короче, тут тоже все не точно и могут быть сюрпризы. Ну, что я вам скажу? Вот поговорив с синоптиком, так сказать, главный вывод я могу сделать, что верить нельзя никому, а тем более гидромедцентру. Но это мы и так всегда знали. Несмотря на все неопределенности, самый молодой сотрудник гидромедцентра будет получать хорошую для начинающего зарплату от 2000 евро в месяц. Дело в том, что такая служба для местных крайне важна, ведь Зальцбург – это не только город, но и регион, который целиком и полностью живет просто в сердце гор. Как правило, мы ездим по большим городам или столицам, но настоящая жизнь простых людей на самом деле находится в деревне. Чем меньше деревня, тем проще люди. Давайте же посмотрим, как живут люди в простой альпийской деревне. Ну, красиво, слушай, а? Ну ладно, это когда-то Гальштадт, так называется эта деревенька, была простым горным поселением, где жили шахтеры. А теперь здесь, как и везде в Альпах, стараются зарабатывать на туристах. И пусть выглядят все эти пряничные домики и живописные улочки невероятно красиво, пусть туристы привозят сюда хорошие деньги, но у всего этого тоже есть обратная сторона фасада. Так как вся наша деревня – это историческая ценность, никто из жителей не имеет права ремонтировать фасад дома без согласования с мэрией. Также нельзя иметь окна или двери внутри дома и делать перепланировку. Потрясающая деревенька, потрясающие домики. Ну, как в сказке. Интересно, как там внутри. Идем посмотрим.
Одни местные хозяева разрешили мне заглянуть внутрь их дома, но сами показываться постеснялись. Так сказать, скромные деревенские жители. Самое интересное, когда заходишь вот внутрь такого домика, он тоже маленький, кукольный, но посмотрите, очень просто прекрасненький. Тут именно такие гномики должны жить. Вот как я, видишь, полностью вообще достаю до потолка. Все, ну как будто я попала в какую-то сказку гномом. Ты понимаешь? Конечно, это не жизнь музея. Здесь есть все. Современные коммуникации, вода, электричество. Но ощущение того, что ты в каком-то 16 веке, все равно остается. Мы часто ездим в деревню. У меня там бабушка живет в старом доме. Мне там очень нравится, словно оказываешься в каком-то сказочном кино про эльфов. Тут есть еще одна комната. Ага, ну тут такая, знаешь, там получается столовая, здесь получается такая комната отдыха. Ну посмотрите, как интересно. То есть понятие окна в окна у людей, которые живут в больших панельных домах, ничего не имеет общего с тем, что здесь означает окна в окна. Иди сюда, посмотри. Тут, в принципе, можно сжать друг другу руки. Видишь? О, вот уже другое окно. Потому что места мало, и как бы все вынуждены друг с другом близко быть. Такая плотная застройка деревянными домами имеет еще один существенный минус. Запасы дров для отопления можно хранить только за пределами деревни. Так устроено из-за того, что высока опасность пожара. Поэтому хозяева должны периодически выезжать к себе на склад и набирать только небольшое количество дров. Конечно, жизнь в таком месте имеет свои неудобства. Например, еще в 70-х годах у нас не было даже канализации. Все выливали просто в окна. Но мы постепенно все решаем, и вы посмотрите, какая у нас красота. Гальштадт и вправду настолько красив, что китайцы даже захотели себе такую же деревню. Захотели и построили. Китайцы они такие. Вот уже почти 10 лет в Китае существует абсолютно точная копия нашей деревни. Правда, люди там не живут, но скопировано все просто идеально. Я там был лично. Причем, как они это сделали и когда умудрились все скопировать, мы даже не представляем. Да и как тут заметишь, ведь китайцев здесь как и везде в туристических местах, просто немерено. Причем это далеко не всегда отдыхающие, но вполне могут быть и студенты, ведь в местный музыкальный университет едут поступать со всего мира. Чтобы поступить в университет в Австрии, надо написать эссе, после чего вас пригласят на устное собеседование, по результатам которого и решат, брать вас или нет. Я пришла в самый известный университет города имени, кого бы вы думали? Ну, конечно, это музыкальный вуз, и называется он Моцартеум. Сюда мечтают попасть на обучение не только местные молодые музыканты, но и абитуриенты со всего мира. Причем обучение здесь не такое уж и дорогое. Учеба для всех местных студентов, а также граждан Евросоюза полностью бесплатная. Нужны только взносы – 500 евро в год. Для иностранных же студентов учеба будет стоить 700 евро за семестр. При этом большинство студентов – это все-таки приезжие. Поэтому, когда я попала на занятия, то поговорить мне удалось с Марией. Она приехала учиться музыке из далекой Аргентины. Супер, слушай, а ты на каком курсе? У нас здесь нет курсов, здесь только семестры. Я сейчас на 4-м. Чтобы закончить Моцартеум, надо закончить 6 семестров. Но это не обязательно 3 года. Если студент, к примеру, не сдал экзамен, то он может пересдавать его столько, сколько нужно. Или если захотел отсрочить обучение на год, то через год просто вернется к учебе и продолжит с того же семестра. А хорошо зарабатывают вот музыканты, которые вот здесь работают? Ты же вот, наверное, с кем-то вот общаешься. Все зависит от специальности и опыта. Но начинающий музыкант будет получать минимальную зарплату – 1800 евро в месяц. Но опять же, это не факт, что ты куда-то устроишься. Есть люди, которые вообще бросают музыку и идут работать в другой сфере или открывают свой бизнес.
Например, открывая частный кабинет акушерки. А почему бы и нет? Пусть большинство местных женщин рожают в клинике по страховке, но многие все-таки предпочитают оставаться в привычной и комфортной обстановке. Женщины, которые предпочитают рожать у себя дома, нанимают частную акушерку, которая и помогает при родах. Ведь если ты рожаешь по государственной страховке в больнице, то все равно рядом будет только акушерка. Для каждого человека страховые выплаты разные. Но минимальным считается взнос в размере 7% от зарплаты. Но половину платит работодатель. Если женщина рожает в больнице, то после родов она остается в клинике на 4 дня. Но если все-таки выбирает частную акушерку, то в дополнение еще и получит отдельный курс молодой мамы. Это специальная кукла, которая максимально похожа на младенца как внешне, так и по весу. На ней я показываю, как правильно кормить малыша, как мыть, переодевать. Это очень помогает молодым родителям преодолеть страх. Да ладно, это новорожденные такие тяжелые, что-то я не помню. Услуги личной акушерки, само собой, оплачиваются отдельно. Обычно это стоит от 1900 евро за одни роды. Я считаю, что рожать дома куда комфортнее. Да что там, я и сама родилась дома. Но, тем не менее, прежде чем открыть частную практику, я долгое время работала в больнице. Конечно, частная акушерка – это не самый раскрученный вид бизнеса. А вот если ты хочешь открыть действительно успешное дело в Зальцбурге, то займись чем-то связанным с туризмом. Магазины, рестораны, отели и так далее. Но вот что оказалось самым интересным, так это то, что знаменитое австрийское качество этих ресторанов и отелей они, по сути, обеспечивают сами себе. Я работаю ревизором, то есть хожу и проверяю условия в наших гостиницах и отелях. Но это не моя основная работа. Дело в том, что у меня тоже есть своя гостиница, и ко мне тоже приходят другие ревизоры. Проще говоря, любой человек, проверяющий отель, должен работать в этой сфере и хорошо в ней разбираться. Ведь только так он поймет, сколько звезд достойна та или иная гостиница. Если человека, который живет в гостинице, что-то не устраивает, и он очень хочет пожаловаться, то он это может сделать только в том случае, если у гостиницы есть хоть одна звезда. Если у гостиницы нет ни одной звезды, то даже если там будут страшные клопы, вы не можете никому пожаловаться. Это все под вашу ответственность. Но если, не дай бог, есть хоть одна звездочка в гостинице, господи, ой, вы можете кричать, писать, ой, уничтожить всех. Короче говоря, если у гостиницы есть хоть одна звезда, значит, государство несет ответственность за ее качество. Количество звезд мы присваиваем по результатам проверки. Обычно смотрим туда, куда не заглядывают клиенты. Смотрим за телевизоры и картины в поисках пыли. Проверяем качество белья и размер полотенец, количество света при закрытых шторах и так далее. В день такой ревизор проходит 3-4 гостиницы, а получает за это 60 евро. Для местных это совсем немного, но этой работой занимаются скорее ради статуса. Ведь люксовых гостиниц в этом регионе как лыжников после первого снега. Именно чтобы покататься на лыжах, туристы приезжают сюда сотнями тысяч. Поэтому в Зальцбурге существует одна очень уважаемая профессия – горные спасатели. Они чуть ли не каждый день выезжают на вызов и только за прошлый год спасли 350 людей. Чтобы стать одним из них, надо быть немного медиком и альпинистом и при этом постоянно держать себя в форме. Ой, слушайте, это, конечно, такое, это же надо еще и такие руки иметь. У меня один раз вот муж сломал ногу, тоже на лыжах пошел кататься. А вот если вдруг, ну ладно, вот эти вот несчастные люди, которые вот ногу ломают, вот тоже я не понимаю, вот не умеют ездить, чего ты идешь на эту гору? Ну, это я про своего мужа. А вот люди, которые там, не дай бог, вот в лавину попали, еще что-то, вот это тоже вы их спасаете? Конечно, мы помогаем при любых природных бедствиях, авариях или катастрофах. Помогаем искать пропавших людей, которые заблудились. Словом, мы везде, где беда, и не только в горах. Чаще всего нам поступают вызовы с горных курортов, которых в окрестностях Зальцбурга пруд-пруди. У нас ведь здесь катаются миллионы туристов,
Да и для местных лыжи это любимый вид досуга. Работа, конечно, очень такая, она опасная. То есть я знаю, что у вас и 13-я есть зарплата, может, и 14-я, и 15-я есть еще. Вообще, в Австрии, правда, 14 зарплат. 13-я на Рождество и 14-я перед отпуском. Но конкретно мы, спасатели, работаем бесплатно. Государство нам обеспечивает только оборудование и тренировочное снаряжение. Ну ничего себе! То есть ты каждый день рискуешь жизнью просто потому, что хочешь спасать людей. Вот это интересная черта австрийского характера. Слушай, подожди, я чуть-чуть не поняла. Если вы работаете бесплатно, то, получается, вы где-то должны работать, где зарабатываете деньги, да? Ну да, здесь каждый где-то работает на основной работе. Но даже если ты сидишь в офисе и вдруг поступает вызов, ты бросаешь все дела и едешь на помощь. Я еще не знаю случаев, чтобы какой-то начальник не отпустил спасателя. Так, ну с людьми, которые приезжают в альпийскую глубинку просто отдохнуть, все понятно. Но раз я уже здесь, в самом сердце Альп, то, пожалуй, стоит изучить подробнее жизнь тех, кто здесь обитает постоянно. А начнем с самых знаменитых местных жителей. Я столько раз слышала альпийские луга, альпийские коровы. Альпийские коровы дают молоко. Что такое альпийские коровы? Ну вот, честно говоря, представления не имею. Но с другой стороны, альпийские коровы тоже наверняка не знают, как выглядит Жан Бадоева. А? Ну, пришло время нам познакомиться. Под альпийскими коровами я, конечно, имею в виду не породу, а тех коров, которые здесь живут. А живет их здесь ой как много, ведь фермерство среди местных – это очень распространенное занятие. Их мясо считается экологически чистым, а такое здесь разлетается моментально. Хоть оно и в 2 раза дороже обычной говядины из супермаркета, цена которой здесь примерно 10 евро за килограмм. Чтобы получить лицензию экофермера, надо соответствовать стандартам. Примерно раз в год к нам без предупреждения приходит проверяющий и смотрит на условия жизни животных. Также проверяет, чем они питаются. Для этого я представляю ему все чеки о покупке корма. Он тоже должен быть экологически чистым. Короче говоря, фермы здесь проверяются так же, как и отели, только ревизоры другие, но принцип тот же. При этом все экофермеры получают ежегодную денежную помощь. Например, здесь на 9 коров и 5 гектаров земли выплачивается 4000 евро в год. Наверное, поэтому и коровы тут живут в отличных условиях. Извини. Кусь. Цигель. Чунь. Вот. На. Ай, упала, подожди. У тебя такой язык длинный. Как тебе тут живется в твоих лугах? Альпийских, нормально? Ну, мне тоже ничего, я тебе хочу сказать. Видишь, как еду не дала, и все, она сразу ушла. Нормальная женщина, понимаешь? Подарок не дал, ничего не дал. Одного куска хлеба ей было мало. После знакомства с коровой Маркус, это фермер, к которому я пришла, любезно пригласил меня в дом познакомиться с его семьей и отведать местные пироги, которые как раз готовила его мама. Хотя нет, это скорее огромные вареники. В большой кусок теста складывается варенье, а потом готовится на пару. А вы часто делаете такую вкуснятину? Как вышла на пенсию, стала делать часто, для внуков. А вы давно на пенсии? 10 лет. 10 лет уже ваши внуки счастливы, да? А вы отдыхать любите ездить? Дальше Германии я никогда не уезжала, да мне и не хочется. А вы пенсию, получаете от государства? Конечно, как и все пенсионеры. Пенсионный возраст в Австрии 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Если человек не работал, то получает минимальную пенсию 900 евро. Если же работал, то выплаты будут зависеть от его зарплаты. Пенсионные выплаты рассчитываются, исходя из суммы средней зарплаты за последние 15 лет работы. 70% от нее и есть размер пенсии. А еще не забывайте, что так же, как и с зарплатой, за год человек получает не 12 платежей, а 14.
Так интересно, тесто, оно почти безвкусное, а вот с этим сладким кремом очень вкусно. Ой, а мне знаете, что очень интересно? Я слышала, что здесь как-то у вас очень распространено при жизни писать наследство и отдавать своим детям. Вот что это за история? Все верно. Эту ферму мы уже передали нашему старшему сыну в качестве наследства, а младшему участок земли под строительство дома. То есть, получается, у вас при жизни наследство уже имеет силу, и ваши дети пользуются им? Конечно, и когда на пенсию выходила, сразу написала завещание. Уже чтобы об этом не думать. А дети там сами уже разобрались, кому что. По закону родители не имеют права оставить все наследство одному ребенку. Или наоборот, кого-то из детей исключить из завещания. Чаще всего, если один ребенок забирает все наследство, то он выплачивает какую-то компенсацию своим братьям и сестрам. О ее размере уже договариваются лично. А если вдруг люди не успели написать завещание при жизни, то как потом его распределяют? Чаще всего начинаются конфликты. Дети страшно ругаются, разрушаются семьи. Поэтому мы решили, что лучше сделаем это при жизни. Ну да, так вот спокойно, что все дети при деле, правильно, при земле, при финансах. Мне нравится ваш муж, хочу сказать. Я тоже хочу, чтобы мой на пенсии сидел, молчал, ел спокойно. И не говорил, нравится ему, не нравится, соленое ему или сладкое. Боже, какая прелесть, а? Так, ну и все, я много болтаю. Кстати, у меня тут уже остыл мой пирог. Чтобы добраться из сельской местности обратно в Зальцбург, мне понадобилось всего полчаса. Кстати, в пригороде здесь ездят все те же автобусы на электричестве, а простоту перемещения по горам обеспечивают туннели, которых здесь не меньше, чем самих гор. В окрестностях Зальцбурга 30 туннелей, самые длинные из которых почти 7 километров. Чтобы построить такой, нам понадобилось 140 миллионов евро. Но все это деньги людей, которые по этим же туннелям и ездят. Ведь проезд по ним платный. Так, про горы, дома, горы, окрестности и даже местных коров я, кажется, уже все узнала. Как же устроен быт внутри местных домов, еще не посмотрела. Показать свое жилище меня позвала Хайки. Она вдова и вместе с 2 детьми живет в большом частном доме. Как и любая хозяйка, экскурсию она начала с кухни. Больше всего обожаю свою кухню. Здесь духовка, а микроволновка и печь для пиццы у меня встроены просто в стену. Вы пьете воду из крана? Конечно, ведь из крана у нас течет вода просто из альпийских источников. Я выпиваю по 3 литра в день. Так, идем дальше. Боже, как мне нравится. О, кошка. Кстати, как рассказала Хайки, кошку здесь держать это бесплатно. А вот если хочешь завести домашнюю собаку, то придется платить за нее налог до 150 евро в год. Очень у вас уютно, очень-очень прекрасно. А сколько метров у вас дом? 240 квадратов. То есть, это большой дом, действительно. Наверное, очень дорого. Это и электричество, да, и вода, и коммунальные. Не так много. Например, отопление у меня устроено так, что и в полу, и в стенах встроены трубы, в которые закачивается вода из глубокой подземной скважины. Там ведь вода всегда теплая. Поэтому плачу я только за электричество, которое потребляет насос. Это около 1000 евро в год. Сложнее всего в этом доме то, что мне приходится его самой убирать. Словом, финансов Хайки на все хватает, а вот времени хватает не на все. Ведь не так уж просто одной с 2 подростками и в таком большом доме. 4 года назад я стала вдовой. Сначала, конечно, было тяжело. Но хорошо, что родственники всегда поддерживали морально, а финансово помогает государство. Я ведь получаю пенсию вдовы, она у всех разная, но у меня около 1000 евро в месяц. Кроме того, каждый из детей получает пенсию из сирот по 500 евро.
О, ну слушай, ну это прекрасно. И до какого времени ты будешь получать? До конца жизни? Дети будут получать до 18 лет, а я пока снова не выйду замуж. Но если потом разведусь, то снова можно будет возобновить выплаты. Но сложнее здесь, конечно, не деньги. Детям не хватает папы, вот что важно. Раньше он играл с сыном в футбол, мог поговорить с ним по-отцовски. Да и все мы вместе ходили в походы, катались на лыжах или просто смотрели кино. Словом, были счастливой семьей. И тяжелее всего принять, что такого больше никогда не будет. Тема смерти, ну, как мне сказали, здесь, в Австрии, табу. А как вот вы пережили с детьми? Как ты вот объяснила им, что, ну, вот папы больше нет? Вот. В их возрасте принять уход папы очень непросто. Но я считаю, что если уже горе случилось, то детям это надо объяснить прямо и постоянно говорить с ними об этом, чтобы не дать им закрыться. Так что я думаю, что мы справились с этим вопреки всяким табу. Справились, потому что держались вместе и открыто разговаривали друг с другом. Справились, потому что остались настоящей семьей и останемся ею навсегда. Быть похороненным в Зальцбурге – это значит остаться здесь, в городе, в окружении гор, деревьев и альпийских лужаек изумрудного цвета. И вот тут вот везде закопаны урны. Дело в том, что когда умирает твой близкий человек, ты приносишь сюда урну, платишь 1700 евро за 10 лет, и все. И ее закапывают, а где – непонятно. То есть она вот может быть везде. И ты приходишь сюда просто в парк, вспоминаешь, грустишь, печалишься. Таблички с именами здесь все-таки есть, но они расположены на столбах по периметру кладбища. Если через 10 лет твоя семья не внесла новую плату, то табличку просто снимают. Дело в том, что в Зальцбурге многие кладбища частные, а значит и платные, но среди местных они ценятся особенно, так как им уже много сотен лет, и они считаются архитектурной и исторической ценностью. 70% местных жителей предпочитают быть похороненными на лугу. Если же вы хотите быть похороненными в семейной могиле с именем, то это будет стоить 2700 евро за 10 лет. Но таких мест очень мало, и на них буквально стоят очереди. Взглянув на жизнь местных изнутри, я могу сказать, что она совсем не так идеальна, как снаружи. Впрочем, как и любая жизнь. Но главное, что каждый из тех, кто здесь родился, за всю жизнь может даже никуда не выехать. И не потому, что не может, а потому, что не хочет. Ведь здесь, в Зальцбурге, уже есть абсолютно все, что надо для счастья. Если бы я прожила жизнь в Зальцбурге, я бы с самого детства обожала Альпы и каталась бы на лыжах. Могла бы выращивать коров под музыку Моцарта, а, возможно, я Моцарта не слушала бы вообще. Наверняка платила бы налоги за своих собак. Но вот за что бы я любила свой город больше всего, так это... За чистую воду. За свежий воздух. Люблю местный футбольный клуб. За то, что люди вокруг открытые и честные. Обожаю этот город за его музыкальность. За горные пейзажи и лыжные трассы. За то, что здесь тебе всегда есть на кого положиться. Какой бы прекрасной ни казалась чужая жизнь со стороны, повторить ее не получится. И даже если идеально можно скопировать целую деревню, то все, что останется за фасадами ее домов, это жизнь других.